Hello there guys and welcome to Student Meals. This episode is going to be a special one. I thought since there is a World Cup in Russia and it's summer, I'm going to make a Russian dish. But for this episode, I will be talking the whole time in Russian. So from this point on, я буду говорить по-русски. Я надеюсь, что вам понравится этот эпизод. Я первый раз буду готовить по-русски, так что извините, если я буду делать ошибки. Для меня это тоже немножко странно. Вот такие ингредиенты. 3 вареного яйца, 200 грамм колбасы, 6 редисок, немножко укропа, сколько вам нравится, примерно 2 зеленого лука. Забываю русский, извините. Стараюсь практиковать. Примерно половина огурца. Я немножко его почистил, потому что кожа немножко старая была. 4 картошки, которые я сварил. Майонез или сметана. Или майонез и сметана. Решайте сами, что хотите. Я буду использовать только майонез. Под конец соль и перец. Вот этот рецепт окрошки. Что вы добавляете в окрошку, мне без разницы. Вы сами решаете, но я буду использовать газированную воду и кефир. Можно это заместить квасом. Берите тот, который не сладкий. Ну, давайте начнем. Вначале мы все будем резать. Окрошка это не трудное блюдо, но много резать надо. Порежем лук. Я его буду резать маленькими дольками. Если вам очень нравится зеленый лук, можно еще больше. Лук порезали, берете кастрюлю и все туда. Потом огурец. Вначале напополам. Можно выбирать напополам и дольками, или меньше, на 2 раза порезать так и дольками. Если вам огурец не так уж нравится, можно еще меньше его резать. Но мне он так не мешает. Нарезали огурец и добавляем в кастрюлю. То же самое повторяем с редиской. Напополам, еще напополам. Режем редиску на маленькие части. Примерно вот так. Все. Добавляем в кастрюлю. Укроп вообще так уж не надо резать, но немножко порежем. Несколько раз. Добавляем в кастрюлю. Теперь режем яйца. Тоже примерно квадратиками. Вот так. Колбасу тоже режем кубиками, но только смотрите, чтобы не слишком крупно порезано было, потому что если такой большой кусок колбасы в рот попадается, не очень вкусно. Ну смотри, если ты любишь колбасу в рот. Вот такие небольшие кубики получаются. И опять добавляем в кастрюлю. Картошку тоже режем кубиками. Немножко больше, чем колбаса, но не слишком маленькие, чтобы картошка вообще развалилась. И я думаю, последний раз все добавляем в кастрюлю. Окрошка практически готова. Нам только осталось ее немножко помешать. Мне кажется, что надо немножко побольше кастрюлю взять. Вот так немножко получше. Сюда добавляем майонез. Мне кажется, что 3-4 ложки хватит. Сейчас помешаем и посмотрим. Мне майонеза не хватает, я добавлю еще 2 ложки. Все вместе 6 ложек майонеза. Выглядит нормально. Сейчас будем добавлять газировку и кефир по вкусу. И, конечно, соль и перец не забыть. Добавляем газированную воду. И немножко кефира. Сейчас помешаем и посмотрим, что получится. Выглядит хорошо, но для меня слишком густовато. И еще немножко кефира. Еще раз помешаем. Для меня это выглядит нормально. Я оставлю вот так, потому что если кто-то, например, больше газировки хочет, он себе может добавить в тарелке. Только нам осталось перец добавить и посолить. Все это размешать. И вот, окрошка готова. Давайте попробуем. Давай. Очень вкусно. 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 You can talk English if you want. Okay. I really like it. I remember the very first time I tried it and I was like, what the hell is this? Such weird combinations of ingredients and flavors. But now it grew on me and it's so refreshing and it's really very delicious. It's just a really nice dish to cool off on a hot summer day. Sorry I didn't say all of that in Russian. I just really can't. So guys,
thank you for watching this episode. We hope you enjoyed it. And as always, see you in the next one.